Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание стрижке волос в апреле этого года. Поговорим о том, когда делать лучше всего стрижки, в какие дни это делать для того, чтобы привлекать изобилие, достаток и благополучие. Обязательно возьмите ручку, листок бумаги и запишите, пожалуйста, эти даты или запомните. Ну а прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии пропишите следующую волшебную фразу, которая поможет вам сонастроиться с энергиями Вселенной, и Вселенная услышит вас и обязательно вам все это даст в приумноженном виде. И эти слова, друзья, звучат следующим образом. День за днем моя финансовая ситуация улучшается. Я открыта для новых возможностей и идеи приносят мне прибыль. Истинно да будет так. Обязательно эти слова пропишите в комментариях. Не забудьте прописать и ваше полное имя. Еще раз. День за днем моя финансовая ситуация улучшается. Я открыта для новых возможностей и идеи приносят мне прибыль. Истинно да будет так. Ну а мы с вами, друзья, начинаем. Вы знаете, что волосы каждого человека обладают сильной энергетикой, поэтому к ним нужно относиться очень бережно, ведь они способны как наделять человека силами, устанавливая со Вселенной связь, так и способны отдать силу данного человека, попав не в те руки или когда с ними производятся неправильные манипуляции не в тот момент. От этого будут также и ослабевать энергетическое поле человека. Сильные, красивые, ухоженные волосы способны защитить человека не только от неблагоприятного этапа в его жизни, но и от негативных людей и разрушительных событий. А вот слабые волосы, которые быстро жирнеют, неухоженные волосы не только не смогут помочь своему владельцу, но и будут притягивать к нему негативные энергии. Еще в таком состоянии они могут находиться и тогда, когда будут указывать человеку на то, что он подобрал где-то сильный негатив, а возможно и то, что на него наслали порчу. Не стоит жалеть деньги на то, чтобы укреплять свои волосы, делать их сильнее, они должны быть крепкими, сильными, ведь от этого напрямую зависит и сила вашего энергетического поля. Наши предки передали нам много учений, знаний для того, чтобы помочь нам справиться с тем, что может произойти в жизни, а также для того, чтобы уберечь нас от необдуманных поступков, действий и событий. Наши предки редко стриглись, так как считали, что длинные волосы способны оказать человеку большую силу, а коса, в которую они были заплетены, уберечь от темных сил и сущностей. Когда женщина шла в то место, где было много людей, она никогда не распускала свои волосы, так как в этот момент ее было легко сглазить и испортить ей жизнь. Когда в таком случае плетется коса, нужно проговаривать такие слова: «Косу плету, все беды и взгляды плохие отгоняю. Себя защищаю, влиять на себя не позволяю». Так вы будете под сильной защитой до тех пор, пока не расплетете данную косу. Не стоит давать трогать свои волосы и окружающим людям, так как они могут отобрать у вас энергетическую силу. Недаром ведьмы никогда и никому ни при каких обстоятельствах не дают никому прикасаться к своим волосам, ведь они, как никто, понимают, какая сила в них заключается. Волосы для женщины означают сексуальность, красоту, мудрость, для мужчины – силу и успех. С волосами связано много народных примет, которые не стоит игнорировать, чтобы потом не переживать, что с волосами начались проблемы. Поэтому женщинам никогда нельзя стричь волосы своему мужу, так как такое, казалось бы, безобидное действие способно наполнить вашу жизнь проблемами, бедами. Если это будет проделываться не разово, это приведет к тому, что ваша семья может распасться и не получится ее сохранить. Мужчинам нельзя стричь своих жен, так как таким действием вы притянете вашу семью измены и неприятности. Нельзя стричь волосы самому себе, потому что таким действием вы меняете свою судьбу и, к сожалению, не в наилучшем направлении. А если вы будете это делать постоянно, то укоротите свой жизненный путь. Остригая челку, вы притянете проблемы со второй половинкой. И если у вас нет второй половинки, значит, одиночество будет преследовать вас на протяжении долгого периода времени.
Не стоит беременным женщинам стричь волосы до родов, так как это способно ослабить энергетику, и у вас не будет сил уберечь себя и своего ребенка, а вот длинные и сильные волосы сделают энергетику мощной, и к матери с ребенком не сможет подобраться ни один недоброжелатель, а также ни одна сущность, способная навредить. Не стоит стричься с женщиной в период менструального цикла, так как это способно ослабить энергетику, и если у женщины есть тесная связь со Вселенной или экстрасенсорные способности, то это может лишить ее этого. Если в вашей жизни произошел трудный жизненный этап, либо же вам пришлось пережить какую-то беду, нужно обязательно состричь волосы, чтобы оставить негатив, который пришел в вашу жизнь позади, и быстрее справиться с данным периодом. Чем короче волосы вы обстрижете, тем быстрее хорошие светлые энергии придут в вашу жизнь. Не стоит выбрасывать мужские волосы в воду. Такие действия притянут потерю волос, и у мужчин начнут появляться залысины. А если волосы выброшены в пятницу, он и вовсе может облысеть. Если женщина выбросит свои волосы в воду, она притянет неприятные изменения в своей судьбе. Если волосы мужчины или женщины будут выброшены в стоячую воду или в болото, это приведет к тому, что волосы перестанут притягивать светлые энергии, и разрушительный негатив окружит данного человека, что испортит его жизнь и наполнит проблемами и всевозможными бедами. Также нельзя выдергивать и седые волосы. Это приведет к тому, что ваше биополе ослабнет, и вы подберете любой негатив, который в этот день встретится на вашем жизненном пути. Если у вас будут спутанные волосы, это приведет к тому, что вы потеряете мудрость и не сможете осуществлять задуманные планы. Если вы станете на волосы, которые вычешете, вы притянете неприятности. Если станете на расческу, на которой есть волосы, вы притянете депрессию. Если ваши волосы украдет птица и занесет в гнездо, это приведет к тому, что у вас будут сильные мигрени, а страхи будут ходить за вами следом. Если вы будете оставлять на расческе волосы, вы наполните свою жизнь бедами. Если с этой расчески украдут волосы, то знайте, что с легкостью нашлют на вас порчу. Если у вас появилась перхоть, нужно обратить внимание на свое финансовое положение. Могут произойти крупные денежные траты. Проведите ритуал, который поможет притянуть больше денежной энергии в вашу жизнь. Если у вас начали сечься концы у волос, это означает, что возле вас находится недоброжелатель, завистник, который оказывает на вас негативное влияние. Волосы принимают это первым делом на себя, поэтому вам нужно срочно пересмотреть свое окружение, чтобы выяснить, кто на вас так влияет, пока не оказалось поздно и не возникла ситуация, от которой потом не получится избавиться. Если вы будете ложиться спать с мокрыми волосами, это притянет в вашу жизнь сплетни, скандалы, склоки. Также среди ночи к таким волосам могут прицепиться темные сущности, которые скажутся на образе вашей жизни. Вы станете ленивы, развратны, а также потеряете все то прекрасное, что было в вашей жизни. Если у вас кучерявые волосы, это означает, что вы счастливица, что счастье любит вас и будет ходить следом. Если вы будете выпрямлять свои волосы, то лишитесь этого. Женщины, которые имеют прямые волосы, способны притягивать в свою жизнь удачу и успех в большом количестве. Часто это бизнес-леди, которые способны организовывать свой прибыльный бизнес, поэтому не стоит их часто подкручивать, если желаете, чтобы энергии эти не ушли от вас. Для того, чтобы снять весь негатив, который вы собрали за день, обязательно нужно причесывать волосы на протяжении 3 минут перед свечой белого цвета, проговаривая в это время такие слова. Негатив расческа собирает, его от меня убирает, он на меня не влияет, неприятности жизнь мою не наполняет. Когда проделаете это простое действие, промойте расческу, после чего свечу затушите. Если вы на себе найдете чужой волос, это означает, что вас ожидает приятный жизненный этап. Если это будет рыжий волос, значит любовь придет в вашу жизнь. Семейных людей ожидает сюрприз, который безумно вас порадует. Если черный волос, значит успех придет к вам. Если белый волос, значит счастье приумножится в вашей жизни. Если волос будет коричневый, это означает, что в
вашей жизни появится покровитель, который поможет сделать жизнь более разнообразной. Если волос длинный, то любой из этих этапов затянется. Если короткий, значит будет одноразовым. Если у мужчины в жизни неприятности, ему нужно подстричь кончики волос. Когда это будет происходить, нужно трижды обязательно проговорить такие слова. Неприятности и неудачи с кончиками волос прочь уйдут. Негатив влияния на меня. И вы в этот момент можете проговорить свое имя. Далее скажите «потеряет». Новый этап в жизнь придет и успех привлечет. Проделав это, неприятности уйдут, а радостные события начнут приумножаться. Если на мужчину наложили порчу, ему нужно остричь коротко волосы и одну прядь обязательно сжечь, проговаривая при этом такие слова: «Прядь сжигаю, порчу отгоняю, она на меня». Проговариваете имя, не влияет, бедами не окружает, энергетику не разрушает. Потом, когда прядь догорит, подуйте на нее и при этом скажите такие слова: «Дым летит к тому, кто порчу наслал, и ему возвращает то, что мне желал». Так вы избавитесь от того, что оказало на вас влияние, и вернете данный посыл тому, кто его вам отправил. Для того, чтобы не разрушить свою жизнь, не оттолкнуть сильной энергии, не лишиться жизненной силы, важно стричь волосы, придерживаясь правил. Ни в коем случае нельзя стричь волосы после захода солнца. Не стоит забывать, что стрижка способна изменить судьбу и порой даже характер, что может быть как полезным, так и нет. Если вы посетите парикмахера в понедельник, это поможет вам кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону, оставить все ваши проблемы, недопонимания с окружающими людьми позади. Если вы покрасите волосы в этот день, то притянете в свою жизнь то, о чем в этот момент вы будете желать от чистого сердца. Но для этого нужно во время покраски обязательно визуализировать ваши желания. Если во вторник, то таким действием вы возобновите свое энергетическое поле, вы уберете всю усталость, у вас появятся новые идеи. То, за что вы будете браться с этого дня, будет получаться у вас с легкостью воплощать. В такой день очень хорошо стричься тем, кто находится в поиске работы, или же тем, кто хочет сменить работу, которую имеет в данный момент. Если покрасите в этот день, то вы сможете познакомиться с хорошим человеком. Если желаете найти вторую половинку или желаете найти хорошего друга, такая покраска просто для вас. Если вы желаете притянуть в свою жизнь благополучие, а также окружить себя светлыми энергиями, подстригитесь в среду. Покраска поможет сделать жизнь успешной. Если вам нужно совершить выгодные покупки, подписать контракт, попробуйте, результат вам обязательно понравится. Четверг поможет стать человеку более уверенным в своих силах, а также благополучным. Если у вас есть какие-то денежные проблемы, то этот день поможет вам от них избавиться, и вы сможете значительно улучшить свое финансовое положение. Если покрасите волосы в этот день и пожелаете укрепить связь с денежной энергией, у вас с легкостью получится это сделать. Но, притягивая деньги, вы должны проговаривать искренние слова, которые идут от души. Обманите на долгий период, разорвете с ней связь. Если вы где-то оступились, совершили неправильный поступок, вам нужно подстричь волосы в пятницу, проговаривая при этом следующие волшебные слова: «Все, что совершила, изменить хочу. Шанс для этого прошу. Энергии нужные ко мне придите и мне это ускорить помогите». Вы увидите, что у вас появится шанс, но главное не упустите его. Если покрасите волосы в этот день, вы притянете в свою жизнь то, что нужно вам именно на этом этапе. В субботу нужно стричь волосы тем, кто хочет оздоровить волосы, начать излучать страсть, красоту, а также тем, кто хочет окружить себя добрыми и отзывчивыми людьми. А вот краситься в этот день точно не стоит, так как вы можете перекрыть сильные энергетические каналы, которые неблагоприятно скажутся на уровне вашей жизни. Воскресенье – это неудачный день для стрижек. В этот день вы можете прогнать из своей жизни благополучие, стабильность, деньги, любовь и счастье. Не стоит в этот день и окрашивать волосы, это притянет в вашу жизнь проблемы, а также недопонимание в кругу семьи. Также очень важно, что вы посещали только проверенного парикмахера. Не рискуйте, меняя его, так как вы можете попасть к недоброжелательному человеку или к тому, кто излучает негатив, который вы во время стрижки подберете.
Парикмахер, хотите вы этого или нет, влияет на вашу жизнь, поэтому нужно правильно его подбирать, чтобы влияние было положительным. Ваш парикмахер должен быть примерно вашего возраста. Стоит избегать тех, кто не умеет слушать и навязывает свою точку зрения касаемо прически, покраски, так как такими действиями он будет разрушать ваше биополе, а вы будете уходить от него в плохом настроении. Наоборот, покидать парикмахера вы должны в приподнятом расположении духа, в хорошем настроении и с положительными эмоциями. Только так парикмахер будет положительно влиять на вашу жизнь. Теперь, друзья, давайте поговорим о денежных днях по лунному календарю на апрель 2024 года. Итак, давайте посмотрим, какие же денежные дни. Это записывайте или запоминайте. Итак, это 2, 3, 10, 17, 18, 28 и 30 апреля. Это самые денежные дни по лунному календарю для стрижки. Поэтому обратите на это внимание и используйте также для того, чтобы привлечь изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. В комментарии обязательно напишите следующую фразу. День за днем моя финансовая ситуация улучшается. Я, ваше полное имя, открыта для новых возможностей, и идеи приносят мне прибыль. Истинно да будет так. Пусть эти слова изменят вашу жизнь. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие, друзья, рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.